Love Story. Любовные истории. Привет всем. Вот читая ваши истории, как большинство решило написать свою. Имен писать не буду, так как это реальная история, и люди, которые в ней участвуют, часто сидят в интернете, сами понимаете. Я встречаюсь с женатым мужчиной, которого безумно люблю. Но, как и все истории с женатыми, она тянется, и логического конца ей не видно. Но дело не в этом. Дело было летом. Живем мы рядом, и пока его жена отдыхала с ребенком на море, мы с ним жили у него. Ну вот, приехала жена, и встречи наши стали периодическими. Один раз ночью, пока жены не было дома, она, по слухам, должна была поздно прийти, мы решили встретиться у него на участке, так как дома спал ребенок. Ну, задними дворами приволоклись на его участок и пробираемся тихо-тихо к бане, чтобы не потревожить собаку, а то та гавкать начнет и разбудит ребенка. И тут из темноты фигура с сумками. Моего любимого заметила и давай звать, чтобы сумки помог нести, а то у нее матка вывалится и грыжа будет. Вот прямо такими словами и грубым голосом. А я шла рядом с ним, и как она меня не заметила, не знаю. На улице темнота, и я в ярко-белой куртке на участке как факел. Но я заныкалась за какую-то бочку, а потом, когда они в дом зашли, за баню спряталась. Ну, в общем, мой мужчина пошел, понурив голову и волоча на себе ее сумки. Он ушел, а я начала подумывать через соседский забор перелезть и домой. Думала, его домой окончательно законопатили. Только ногу занесла, а тут он вышел и давай шипеть, зовя меня по имени. Ну, зашли в баню. Только загорелись, как хлопнула входная дверь, и его жена начала голосить на всю поляну. Получилось типа того: «Серёж! Серёжа! Серёжа! Серёжа!» При этом, мой парень еще переживал, что собака может ребенка разбудить. Зачем собака, когда жена как сирена? Она и к бане подошла, дверь давай дергать. Парень мой, слава богу, ее закрыл, а его жене в голову не пришло, что в бане кто-то есть, так как меня она каким-то чудом не заметила. Но тут, конечно, когда она уже дверь стала дергать, нам не до интима. Вот стоим мы с ним и слушаем. Ну, короче, орать ей надоело, и ушла она домой. А баня двухэтажная, и окна бани как раз напротив окон дома, из которых видно коридор. И вот мы смотрим, помоталась она по коридору, свет выключила и пошла в спальню. Но мы еще 2 часа позависали, а потом тем же ходом через черную калитку я домой поползла. На следующий день мы с ним встретились, в другой город поехали, но он был какой-то грустный, видимо, все-таки огреб немного. Вот такой экстрим, говоря словами моего парня, у нас случился. Всем спасибо за внимание и пардон, что рассказ без сцен интима. Ну, просто никак они сюда не вписываются. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присылайте свои истории.